Ну все, он ушел. Ушел с сумкой. Забрал свои вещи. Ну, все. Вот, но у нас сегодня суббота, утро, 8 часов утра. И вчера я ходила смотреть квартиры. Сейчас с Дэнни пойдем искать квартиру. Вот, где-то в нашем районе для нас квартиру. Посмотрим, что получится из этого. Есть одна квартира, неплохой вариант, но она за районом Самуху, то есть она как бы ближе к району Кафраавка. Не очень подходит. Ходим, смотрим, ничего нету. В 2 местах было по 2500 квартиры и за 3. Дорого. То есть Мухаммед, он в курсе, что я как бы хотела съехать, хотела с ним развестись, то есть я с ним разговаривала. Вот, и случайно Мухаммед вчера услышал, что я договаривалась по поводу квартиры. Вот, и после того, как я поговорила с человеком по поводу квартиры, он подошел ко мне, спросил, что там по поводу квартиры. Я ему говорю, что я буду съезжать. Говорит, что ты все равно не передумала, мы же с тобой договорились на конец учебного года. Я говорю, нет, я не передумала, я как бы с тобой просто не хочу жить. Вот, и он вчера куда-то уехал вечером, приехал ночью, вот, и сегодня утром он мне сказал, говорит, я хочу с тобой поговорить. Вот. И он говорит, что я подумал, и я решил, что я съеду с квартиры, раз ты не хочешь, чтобы я здесь жил. И как бы сегодня вечером я приеду, заберу свои вещи, и я съеду с квартиры. Вот. Следующее, что он сказал, что единственное его, то есть он будет как бы платить за аренду, он будет, я ему сказала, что я не хочу жить в этой квартире, я хочу переехать в другую квартиру. Он сказал, что у него нет денег на съем другой квартиры, и нет денег у него на переезд, и он как бы уедет и оставит нас в этой квартире. Вот. Я сказала, что мне нужно, чтобы договор аренды Пенни. Сейчас я его накрою. Вот, и я ему сказала, что мне нужно, чтобы договор аренды на квартиру был переделан на мое имя. На что он мне сказал, что этого делать не надо, хозяин отказался. В следующем месяце хозяин повысит аренду квартиры до 1800 фунтов. И хозяин очень хороший человек. У меня сейчас совместный проект с мужем его дочери. Я говорю, ну тем более, если у вас хорошие отношения с мужем его дочери, и у вас так все хорошо, мне тем более нужен будет договор. Он сказал, что он не будет оформлять договор. Я говорю, если он не будет, то с начала следующего месяца я съеду с детьми. Вот, он обещал сегодня поговорить с хозяином этой квартиры, чтобы переписать договор на меня. Вот, но я все равно не останавливаюсь, я продолжаю поиски квартир. Вчера мы смотрели квартиру одну рядом с нами, здесь в нашем же районе. Вот, и сегодня я должна была идти, сегодня сегодня как бы я должна была идти рано вчера как раз мне позвонила мама вот этого мальчика, у которого отец адвокат, с которым мы встречались, и она сказала, чтобы мы сходили, сделали доверенность, чтобы я сходила, сделала доверенность на ее мужа,
на то, чтобы он будет заниматься гражданством моим и разводом. Вот. И как бы, кстати, я еще мужу сказала, ну это мама вот этого мальчика, она выслала мне имя вот этого адвоката, то есть все как бы на арабском, где это место находится. Место называется Шера Акария, Сиди Гибер. Вот. Это там, где будет оформляться доверенность. Да, сейчас стоит. Так, ну я думаю, что может быть здесь. Спроси. Я думаю, что здесь. Вот, ну мы нашли место, сейчас входим. Все, Значит, мы вышли сейчас из вот этого места Шера Акари. Не приняли документы, потому что нужен с собой переводчик. То есть мы сейчас поедем в центр переводческий, который находится в районе Шадби, и будем просить, чтобы нам дали переводчика. И нужно сюда приезжать с переводчиком. А вот мы туда как бы сходим, я думаю, что либо сегодня, либо уже завтра. Вот. Значит, еще какая вещь, что я хотела сказать. Забыла, когда начала говорить про какие условия еще мне муж поставил. Вот. И еще он сказал, мой муж сказал, что я буду все оплачивать, как оплачивал. И якобы я позвонил своему знакомому, не адвокату, а судье, и он сказал, что если ты будешь делать со мной хулу, брак, это брак, это развод, который делает сама женщина, то ты не получишь никаких прав. Я говорю, ну я в курсе, как бы, вот, и тебя лоеры, адвокаты тебя все обманывают, вот, но я в курсе, что по хуле он обязан будет предоставить жилье и оплачивать все детям. Меня это, в принципе, устраивает. Вот. И вот единственное его условие было, чтобы я осталась с детьми в этой квартире, и чтобы я с ним не делала развод хулу. Вот. Но я ему, соответственно, ничего, я говорю, то есть я буду также обеспечить, я говорю, как бы все понятно, вот. Но мне нужно, чтобы мы с тобой как бы состояли в браке. То есть понятно, опять подвесить. Вот. То есть я буду обеспечивать все, как раньше, приходить не буду, но он, в принципе, и так не часто приходит. Вот. Но мне не нужно, чтобы ты делала со мной развод. Вот. Я буду работать еще больше, чем работал. Может быть, я поеду в Саудовскую Аравию, где работает мой брат. Вот. Ну и как бы вот такая информация. Вот пока вот я как бы записываю, чтобы сразу то, что помню, рассказать. Что мы еще проговорили. Ну вот как бы сегодня он обещал, что вечером он приедет после работы, заберет свои вещи. И сегодня он мне скажет по поводу договора на мое имя. Вот, ну все, он сейчас уезжает, собирает свои вещи и сейчас поедет. Спрашивал, где его сумка. Я ей сказала, где сумка. Он сейчас сумку взял, собирает вещи. Какие я испытываю чувства? Страшно. Ну, наверное, страшно, но как бы я думаю, что не страшнее, чем было. Дай Бог. Собирай вещи. Дети навсегда становятся детьми. Дети, они есть дети. Все.
Все, он собрался. Иди попрощайся, Марик, скажи до свидания. Мы знакомились. Ну все, он ушел. Ушел с сумкой. Забрал свои вещи. Ну, все. Какие у меня ощущения? Вот. Сегодня, когда спала, потом проснулась, было ощущение, когда я проснулась, кошмарного ощущения, думаю, Господи, что я делаю, как же я так буду жить, как же я смогу, как же. Вот. Но потом я одернула себя и подумала, как я живу все эти годы. Вот. Что, в принципе, морально, душевно человек, в принципе, никогда и не был, особенно последнее время, наверное, последний вот этот год. То есть он приходит, очень мало бывает дома, там по 2, по 3 часа, иногда по 4. Мы с ним практически не общаемся, и как бы, то есть оно все не зря. То есть у меня, когда я проснулась, было такое ощущение, что как же я же вообще, что же я буду делать, караул, паранойя. Но потом, когда ты... А что особенного меняется в моей жизни? Что меняется в жизни моих детей? Мы как жили, в принципе, одни, мы так и будем жить одни, просто что он сюда приходить спать не будет. Вот, а чисто как бы не эмоционально, а чисто как бы, то есть душевно, вот такого как бы единства его уже нет давно, и как бы поэтому ничего не меняется. Мы продолжаем точно так же жить с детьми дальше. Вот. Он приезжает, как в принципе и раньше было, он забирает их в выходные к своей матери, потом привозит. Это будет его общение, но самый главный факт, что он не будет приходить сюда. Посмотрим, все, как оно будет. Вот. Всем спасибо за внимание. Я понимаю, что повалится... Не хочу забить, видели? Я понимаю, сейчас многие скажут, что там зачем так делаешь, дети, муж старается. Я просто хочу сказать одно, что я больше с ним жить не могу. И как бы ни сложилось дальше, это будет лучше для меня и для детей, я так считаю. Все что угодно будет дальше, но это будет лучше для меня и для моих детей, я так считаю. И я больше такой жизни с ним не хочу. Я очень рада, я, слава Богу, очень рада, что он ушел. Ну, а мы так и остаемся с ребятами. Я детей отца не лишаю, он будет с ними встречаться в выходные, все нормально. Самое главное, что у нас все решилось без скандалов, без ругани при детях. То есть мы с ним договорились, и вот это самое главное. То есть я считаю, что намного важнее, для меня сейчас намного важнее мое
состояние, потому что со мной остаются дети. И для меня важно, как буду я себя чувствовать, как будут, чтобы наиболее свободно чувствовали мои дети, их моральное состояние, мое моральное состояние, оно очень важно. Вот. И я считаю, что, дай бог, я оказалась права, и место память закончилось, поэтому пришлось прерывать. То есть, что я хотела сказать. Я не могла раньше сделать, и опять же, почему я возвращалась, именно потому что у меня, опять же, я повторюсь, не было. Потому что многие пишут в комментариях, почему ты там от него не ушла, почему ты родила от него второго ребенка. Первый раз, когда Ия родилась, я от него уходила, потом еще уходила от него, возвращалась из-за финансовой и нестабильной ситуации. Вот. Ни плохих, ни хороших. Вот, как бы понятно, что в любой ситуации виноваты всегда двое, никого не виню, и как бы вот, потому что когда есть вот какая-то, как бы, когда уже двух людей ничего не связывает, нельзя жить только во имя детей и просто чтобы сохранить семью, просто чтобы была такая ширма под названием семья. Вот, если двое человек, которые изначально создавали семью, они не устраивают друг друга, они, мне так кажется, не должны мучить себя в первую очередь. И если родители мучают себя, то, соответственно, страдают от этого дети. Я думаю, что, дай бог, получится вполне сохранить нормальные здоровые отношения, чтобы дети общались с его семьей, с ним. Вот, ограничить, соответственно, мое общение с ним и поддерживать более здоровую обстановку, без нервов и более-менее позитивно. Еще предстоит рабочие моменты, соответственно, то есть там с оплатой, со всеми вещами, как бы детям за учителей, аренду он как бы будет платить, там, то есть рабочие вопросы с ним. Но самое главное, что у нас с ним больше не будет личных никаких вопросов, личных никаких притязаний, обвинений друг друга в каких-то там ты мне не уделяешь внимания, я тебе не уделяю, там, вот этого больше не будет. То есть для меня это самое главное. То есть останутся только деловые как бы вопросы, не деловые, а как бы вопросы касаемо детей. Вот это самое главное, вот это то, чего я хотела, чтобы мы с ним именно разделились, то есть чтобы не было вот этого личного, чтобы оно было больше нацелено на детей, на семью, на обеспечение. Вот, без каких-то взаимных оскорблений, унижений и так далее. Я очень рада, что так все закончилось. Я очень благодарна всем. Что я ему спросила, а что по поводу гражданства девочек? Он сказал, забудь про это. Вот. И я спросила также по поводу своего гражданства. Я не знаю, когда там мои родственники переоформят документы. Там все зациклилось на именах, что якобы там ошибки в именах его родственников, и там надо ID менять, и как бы он, соответственно, с этим делом тянет. Но я уже, соответственно, договорилась с адвокатом, который будет заниматься моим гражданством вне зависимости от него, что очень важно. Вот такая информация. Вот. Как-то вот так вот. И, соответственно, какие-то новости будут, я, соответственно, буду информировать. Приходит очень много комментариев с различными советами. Спасибо всем огромное. Приходят также различные комментарии по поводу того, что как вы можете детей во все это впутывать, там Дэнни, как просто дети являются непосредственно самими участниками всего этого, и абсолютно это происходит не из-за того, что я там детей втягиваю, а дети, то есть Мухаммед, предположим, приходит, вот там даже вчера они пришли, он приходит с девочками, он даже не здоровается с Дэнни. То есть какие-то такие вещи, дети все равно получаются втянутыми в эти вещи, и это абсолютно происходит
не по какому-то там желанию, оно просто вот так вот получилось. Вот. И во всех, как бы, потому что когда мы выясняли отношения какие-то, он всегда старался как-то показать вот такое презрение именно к Дэне, чтобы сделать мне больно и неприятно каким-то образом. Поэтому тут хочешь не хочешь, дети уже... И когда он раньше бегал, орал, ругался перед Дэнни, поэтому я сказала, что сейчас он при Дэнни не ругается, он боится Дэнни. Потому что раньше, когда он бегал, орал, пока Дэнни еще был маленький, он мог это делать спокойно при Дэнни. Вот. Также много различных других комментариев, что я отказываюсь ему делать кофе, там еще что-то. Вы смотрите все видео как бы вот с самого начала, и это началось не вчера, не позавчера, не год назад, как говорится, не 5 лет назад. Это началось уже все очень-очень-очень-очень давно. Вот, все очень запущено. Вот, и поэтому говорить там то, что понятно, что виноваты всегда двое, но мне кажется, это просто с самого начала несхожесть характеров, какая-то определенная, то есть давление на жалость, то есть с его стороны он пытался все время давить на жалость каким-то образом, то есть вот так оно как получается. Вот. Ни плохих, ни хороших. В семье всегда, конечно, семью создают двое людей, и ни больше, ни меньше, никто там не виноват. Я показываю ситуацию, которая есть. Вот. И как бы рассказываю, если я рассказываю о мебели, или я рассказываю, что произошло, что у нас дома, я рассказываю так, как оно есть, не пытаясь кого-то там, кто-то говорит, обосрать или там еще что-то. Если я делала снимки, как он мне выдает деньги, я пытаюсь забрать свои деньги. В этом тоже нет ничего, и, как мне кажется, противозаконного, потому что это реально то, что происходит. Происходит в данный момент времени, когда вот мы находимся. Я, соответственно, это снимаю, я потом это выкладываю. Плохо это или хорошо, я стараюсь сейчас фиксировать все, потому что я не знаю, все равно как бы он сейчас согласился уйти, он со своей стороны, в принципе, как бы его и так нет, как бы только что он приходил там на несколько часов. Меняется наша жизнь, и как бы он хочет, опять же, скажу, подвесить меня, то есть он как бы ушел, он в принципе и так не живет, он приходит на несколько часов, на 4 часа там домой поспать, и как бы и все. И он хочет таким образом как бы дать мне свободу, якобы он мне дает свободу. Он мне свободу никакую не дает, я не являюсь никаким рабом, коим являлась все эти годы, и подневольным человеком. То есть я буду делать так, как я считаю нужным. Вот. Он пытается опять представить все, что он делает мне одолжение, что он будет давать деньги, он будет обеспечивать. Он даже по хули должен будет снимать квартиру и должен будет давать деньги на детей. Просто это привычка представлять все именно в таком свете, что он делает одолжение. Вот я сделал, вот я там принес еду, не надо никаких одолжений, мне от тебя ничего не надо. Вот. Как-то вот так вот. Я понимаю, сейчас повалится еще куча различных комментариев там по поводу детей, по поводу какая там я плохая там или еще что-то. Вот. Я хочу сама жить и сама принимать решения. Тяжело будет, возможно, будет тяжело, может быть, будет очень тяжело. Но мне кажется, тяжелее жить вот в таком положении и ничего не менять. Мне так кажется. Вот. Всем спасибо большое за внимание. Пока-пока.